Вы считаете, что сладости это всегда вредно, что это бесполезная пища и от нее одни проблемы? Тогда устраивайтесь поудобнее, заварите себе чай, конечно же без сахара. В этом видео мы постараемся развеять мифы о том, что сладости всегда вредны для здоровья. Первым наш список возглавит черный горький шоколад. Он является отличным источником антиоксидантов, которые защищают наш организм от вредных и наводящих на всех ужас свободных радикалов. Вот только есть нужно шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%. Употребление этого продукта предупреждает атеросклероз, инфаркт и инсульт. И все это благодаря антиоксидантам. А еще он содержит полифенолы и теобрамин, которые понижают уровень плохого холестерина. Он способен не только поднять настроение, но и наладить работу пищеварительной системы. Дело в том, что шоколад содержит пробиотики, которые являются лучшими друзьями для бактерий, живущих в кишечнике. Магний, который содержится в шоколаде, является важным минералом, способным принимать участие в регуляции сахара в крови и нормализации работы центральной нервной системы. А железо помогает производить белок, который транспортирует кислород по организму. Еще этот минерал полезен для нормального роста здоровых клеток. В черном шоколаде содержание сахара меньше, чем в молочном и белом. Разные производители используют разную дозировку сахара при производстве, поэтому при покупке всегда обращайте внимание на состав, описанный на этикетке. Покупайте шоколад без содержания пальмового масла, сухого молока и с наименьшим содержанием сахара. Какао-масло, какао-порошок, сахар, лецитин и ваниль – это те ингредиенты, которые должны содержаться в шоколаде. Поэтому, если нашли что-то лишнее, изучите перед покупкой. Кстати, шоколад невероятно сочетается с чаем. Температура напитка помогает кусочку твердого шоколада растаять и раскрыться, словно книги с горькими событиями и сладкими моментами, которые тают на языке и оставляют незабываемое послевкусие. Так что, если вы еще до сих пор не пьете чай с шоколадом, самое время ставить видео на паузу, а чайник на плиту. Зефир. Зефир – это самая любимая сладость всех приверженцев здорового питания. Благодаря содержанию фосфора и железа можно назвать этот продукт полезным для ногтей и кожи. А благодаря пектину он способствует очистке сосудов от холестериновых бляшек. А если зефир приготовлен на основе агар-агара, то это делает его еще полезнее из-за содержания цинка, йода, кальция и железа. Йода, кстати, содержится большое количество, что делает это лакомство очень полезным для щитовидной железы. Если он приготовлен на основе желатина, польза для гостей желудка несомненна. Конечно же, польза на 100% зависит от состава. Наслаждайтесь зефиром, приготовленным из натуральных продуктов, без красителей и консервантов. Мед. Мед – это сладкий продукт, который состоит на 80% из сахаров, но при этом он очень полезный. Пищевая ценность 300 калорий на 100 граммов. Содержит кальций, калий, фосфор, цинк, фтор, а также витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин и фолиевую кислоту. Благодаря такому составу он может облегчать симптомы простуды и кашля, а соединения, которые находятся в меде, способны расширять сосуды, что делает мед полезным продуктом при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Наличие кверцетина, акацетина, кимферола невероятно полезны для сердца. Мед способен заживлять раны и ожоги благодаря противовоспалительным и антисептическим свойствам. Также его используют при лечении псориаза и герпеса. Безопасная доза для здорового человека – 3 столовых ложки в сутки. Мармелад. Мармелад – это диетический десерт. Основной компонент – желатин, агар-агар или пектин. В нем содержится много натрия, калия, железа, магния, кальция и фосфора. Пектин борется с заболеваниями желудка, восстанавливает углеводный обмен и помогает заживлять раны. Агар-агар помогает печени выполнять свою функцию лучше. Он содержит много йода, поэтому полезен для людей с больной щитовидной железой. В нем содержится и витамин С, который необходим для нормальной работы иммунной системы. Больным диабетом мармелад запрещен. Халва. Многие люди, кушая халву, не задумываются о том, какую пользу она может нести. В 100 граммах продукта содержится 510 килокалорий. В ней содержатся белки, жиры, углеводы. Она богата витаминами группы В, а также А, Е и Д, ненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами и клетчаткой. Если халва приготовлена из кунжута, значит в ней содержится много витаминов А, В, Е и микроэлемент цинк, который укрепляет волосы и делает ногти блестящими. Халва очень полезна женщинам после 30. Благодаря жирным кислотам становится на защиту организма от сердечно-сосудистых заболеваний, снижает холестерин и артериальное давление. В халве из подсолнечника содержится много витамина D,
за счет чего организм лучше усваивает кальций. А это значит, что она полезна для людей с заболеваниями суставов, остеопорозом, артритом и остеохондрозом. Нельзя употреблять халву людям с сахарным диабетом, с избыточным весом, детям до 5 лет и аллергикам. Сухофрукты. В сушеных яблоках много железа, которое положительно влияет на нашу кровь. В изюме очень много органических кислот и витамина В, а также калия и магния. Изюм положительно влияет на нервную систему, борется с усталостью и бессонницей. Также полезно есть его для сердца. Инжир содержит много йода, что очень полезно для нашей щитовидной железы. Употребление кураги позитивно сказывается на здоровье сердца и желудка. Регулярное употребление кураги может укрепить сосуды, а употребление чернослива может справиться с запорами, повысить уровень гемоглобина и улучшить работу желудка. Огромное количество витаминов содержится в финиках. Они положительно влияют на почки и укрепляют иммунитет. Варенье – это один из любимых десертов нашего детства. В нем содержится пектин. Он помогает нашему желудку лучше функционировать. В варенье из абрикосов, айвы, яблок, тыквы содержится много клетчатки. Она способствует правильному пищеварению и благотворно влияет на микробиом кишечника. Варенье богато витаминами А, Е, В, которые устойчивы к тепловой обработке. В малиновом варенье много салициловой кислоты, поэтому напиток с малиновым вареньем используют при повышенной температуре. Также очень полезно вишневое и смородиновое варенье. Они богаты витаминами С, А, Е, В2, а также калием и железом. Друзья, ну а всем, для кого это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это будет невероятной мотивацией снимать для вас новые полезные видеоролики. Всем крепкого здоровья!